Всем привет, друзья! Сегодня нас ожидает очередное сравнение, которое многие ждали. Сравним мы полнозольные моторные масла с вязкостью 5W30. Да, такие масла не очень хорошо экономят топливо, как это стало модным в последнее время говорить. Но зато они гораздо лучше защищают двигатель от износа и сохраняют двигатель в чистоте гораздо дольше благодаря своему высокому щелочному числу. А меня зовут Александр, вы на канале Graal Racing, и мы начинаем. Но сравнение сегодня не совсем простое. В нем примут участие масла, в которых по заявлению производителей и по данным лабораторных анализов присутствует ПАО базовое масло, которое, как вы знаете, превосходит по параметрам обычный гидрокрекинг. Начнем мы с Mobil FS. По данным Oil Club, это масло имеет очень высокое щелочное число. Оно составляет 13,37%. Проще говоря, чем выше данный параметр, тем лучше будет масло отмывать двигатель и гораздо дольше период времени. Кислотное, кстати, тоже высокое по сравнению с конкурентами. Оно составляет 2,94. Но тут это уже не плюс, ведь чем ниже кислотное число, тем считается лучше. Но здесь это побочный эффект от жирного пакета присадок, так что на это не стоит обращать внимание. Масло отличное. Кстати, данный Mobil по своей высокотемпературной кинематической вязкости находится на верхней границе, так что это практически сороковка. Вязкость при 100 градусов составляет 12,37. ИК Spectre Fourier говорит, что масло на основе PAO, GTL и VHVI с добавлением эстеров. Очень даже крутой состав, но, к сожалению, точной концентрации неизвестна, в отличие от польского блендера Extreme. Тут даже без лабораторного анализа основной состав указан уже на канистре. В составе данного масла содержится 40% PAO от ExxonMobil, 35% гидрокрекинга VHVI от NextBase. Кто не в курсе, данная база принадлежит финской компании Neste. Также в этом масле находится 5% эстеров. Оставшийся процент – это современный пакет присадок от Infineon. Лабораторный анализ показал щелочное число 10,26%. Это неплохой результат по соотношению с кислотным в 2,01. Высокотемпературная вязкость равна 11,89 сантистокса, немного ниже, чем у Mobil, но в рамках допуска. Я сопоставил именно эти масла друг к другу, так как содержание PAO, я думаю, у них плюс-минус равное. Единственное отличие – это то, что в Extreme нет GTL базовых масел. Сама по себе GTL база не сильно плоха. Ее портит большое содержание примесей и улучшайзеров на примере полимерного загустителя. Shell использует данную базу в своих маслах. И чтобы масла соответствовали вязкостным показателям, в них добавляют так называемый допинг. Более подробно об этом рассказал Артем с канала Project X. Если вы еще не видели, то советую посмотреть все 3 части, посвященные GTL базовым маслам. Но я надеюсь, что Mobil пошел немного другой дорогой и вместо кучи полимера для загущения использует гидрокрекинг, либо PAO базу. Думаю, прожарка даст нам на это ответ. Далее сравним равные по стоимости, но не равные по содержанию PAO базы. Это Novus Titan. Многое уже сказано про это масло, не только на моем канале. В общем, неплохой блендер из Нидерланд с отличным соотношением цены и качества. Заявлено 70% ПАО и 5% эстеров. Оставшиеся проценты – это пакет присадок. Щелочное число данного продукта составляет 10,38. Кислотное равно 2,26. Кинематическая вязкость при 100 градусах равна 11,53. Все в рамках допуска 30 вязкости. Более подробные лабораторные анализы данных масел вы можете посмотреть по ссылкам под данным видео. Далее я сравню масло, о котором просили некоторые из вас. Polymerium X Pro 2. Очень интересно посмотреть, как себя поведет данный бренд по сравнению с конкурентами. Ведь, как утверждает техподдержка бренда, данное масло полностью на 100% состоит из ПАО и эстеров, без каких-либо, конечно, подробностей. Также ничего не известно ни о составе, ни о том, какие базовые масла применяются в изготовлении данного продукта. По неизвестным мне причинам в открытом доступе нет никаких данных об этом масле, только лишь маркетинговые лозунги. На Oil Club тоже не найти информации о нем, так как темы с данным брендом запрещены для обсуждения. Если вы в курсе, в чем причина, буду рад узнать, напишите обязательно в комментарии.
Тест на испарение в этот раз проходит немного при другой температуре. Обычно это 220-230 градусов, но сегодня плитка немного завысила температуру нагрева, и она равна в среднем 250 по Цельсию. Но это в свою очередь ближе к лабораторным условиям. Так же как и там, временной промежуток составляет 1 час. Только лишь объем масла у меня не лабораторный. Также скажу, что данное сравнение актуально только для конкретно представленных образцов. Сравнивать результаты с другими участниками в прошлых моих сравнениях не совсем корректно. Ведь там могут быть другие условия внешней среды. Влажность, атмосферное давление, ветер и другие параметры, которые оказывают влияние на процент потери массы. Так что сравниваем только данные образцы между собой. Время вышло. Оставляем наши масла остыть, а пока перейдем к сравнению к низкотемпературной текучести. Масло пробыло в морозильной камере более 2 суток при температуре близкой к минус 33 градуса по Цельсию. Итак, смотрим результаты. X-Pro 2 практически недвижим. Напомню, что там заявлено 100% ПАО база с эстерами. Также вы можете сравнить прозрачность данного масла по сравнению с ноусом. Несмотря на содержание 40% ПАО в составе экстрима, база немного помутнела. Такая же ситуация и с мобилом. Видимо, гидрокрекинг в этом играет немалую роль. Первым становится ноус, далее экстрим и мобил 1. Но отставание мобила не критичное, я думаю, это тяжело будет почувствовать при реальном запуске двигателя. Хотя я сравнивал, и разница была слышна зимой и заметна. Возможно, я сильно просто придираюсь. По мере согревания масел X-Pro 2 начинает конкурировать практически на равных. Посмотрим еще раз на прозрачность, и тут особо ничего не поменялось. Полимериум полностью мутный, хотя, как многие знают, ПАО-база не мутнеет при таких температурах. Сделали выводы, переходим к результатам на потерю массы. Итак, первое место занимает снова Novus Titan с потерей 20,2%. Для меня это не удивительно, ведь именно в этом масле самое большое содержание полиальфа-олефинов. Такая база более термостабильна и менее испаряема. Хотя я бы не удивился, если бы лучшим стал Mobil 1. Ведь, как вы знаете, масла на GTL основе показывают очень хорошие результаты в тесте на испарение. Mobil занимает второе место с мизерным отставанием. Потеря составила 21,5% массы. Третье место занимает Extreme с потерей 52,8%. Снова, видимо, заслуга гидрокрекинга. Даже 40% ПАО не особо спасло ситуацию. Полимериум потерял ровно 70%. Это оставлю я без комментариев. Сделали соответствующие выводы, переходим к прожарке. Данное сравнение проходит при температуре в среднем равной 430 градусов. Протяженность теста не нормирована. Прожарка длится до минимального остатка жидкой фракции. Много уже было сказано, что данное сравнение покажет, что может оставить после себя масло на термонагруженных деталях двигателя при несвоевременной замене либо при перегреве. Также, когда вы глушите мотор, на маслосъемных кольцах остается немного масла, которое может пригорать и со временем закоксовывать их. По прошлым сравнениям я немного начал понимать, как себя показывает модификатор вязкости при высоких температурах. Как раз в стакане, где находится полимериум, я заметил характерный налет на стенке стакана. Сравнение завершено. Давайте посмотрим результаты. После я отмываю стаканы и смотрим несмываемый остаток. Лично для себя я сделал вывод по поводу мобила. Несмотря на содержание GTL, масло после себя оставило не то, что я ожидал от него. Я ждал жутких отложений и налета. Но, видимо, действительно Shell и Pennzoil используют для загущения полимера в гораздо большем объеме, либо другого качества. В мобиле же роль загустителя, я предполагаю, сыграла и более густая ПАО-база, и густой гидрокрекинг.
Или возможно такое, что PAO и гидрокрекинг у нас получился очень густой, и чтобы его разбавить, добавляют немного жидкой базовой основы GTL. В принципе, и такое возможно. По цене наша главная тройка более-менее схожа, только надо учесть, что Extreme идет в 5-литровой канистре, а все другие в 4-литровой таре. Немного, конечно, выделяется наш 4-й образец. Тут, думаю, мои комментарии снова будут излишни. Данный ценник актуален только на момент монтажа данного видео. Я, конечно, не претендую на истину в последней инстанции. Если вы сомневаетесь в результатах сравнения, то можете легко все повторить и убедиться. Я старался все сделать максимально точно и с минимальной погрешностью. В общем итоге хочу высказать лично свое мнение и совет. Если у вас стоит выбор между Mobil 1 и Shell Helix Ultra, то сделайте выбор в пользу Mobil. Несмотря на совместное и тесное сотрудничество данных компаний, Mobil все же движется своим путем. Цена, кстати, в среднем равна на данные бренды, хотя, возможно, в некоторых моментах Mobil 1 будет подороже. Только учтите, что конкурент Shell Helix Ultra это именно Mobil 1, а не Mobil Super 3000. Не перепутайте. Также я считаю, что бренд из Польши и Нидерланд заслуживает внимания. Прежде всего из-за того, что подделки на них в ближайшее время никто не будет делать. Да, и соотношение цены и качества на данный момент очень хорошее. Друзья, мне еще небольшая просьба тем зрителям, которые постоянно смотрят мои сравнения, мои видео, но почему-то не подписываются на канал. Прошу вас, нажмите на эту красную кнопку, и тем самым вы поможете немного подняться в рейтинге YouTube моему каналу. И заодно в будущем не пропустите новые мои сравнения. Как всегда, жду ваших комментариев, друзья, и оценки. Обязательно поделитесь своим опытом использования этих масел. Думаю, это будет очень интересно и полезно для людей, которые еще не определились с выбором. Спасибо за ваше время. Увидимся в следующем сравнении. Всем пока.